Нам нужно в ту дверь, куда в прошлый раз увели Престона. Так. Эй, стой. Вот дерьмо-то. Ричард! Давай не обращай внимания, потому что давать заднюю поздно. Просто пойдем, да и... Ой-ой-ой, вернуться в подвал, проверить все дыры, найти информацию и, наконец, понять, зачем построен весь этот город. Именно этим мы займемся сегодня и прямо сейчас. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы узнаем все. А иначе зачем мы здесь? Ладно, если говорить прямо и серьезно, то я, Шерон и Дилан собираемся вновь пробраться в подвал универа, чтобы узнать не только про автоматонов, но и для чего эти автоматоны созданы. Зачем вообще существует этот огромный проект и как он связан с мироходцами? Как минимум, надо понять, что блокирует искру. Да, орган перемещения все еще не работает ни у меня, ни у Шерон. И, скорее всего, не работает и у других мироходцев. Но, зато я знаю, что работает точно. Акции, которые в предыдущей... Что? Которые в предыдущей серии выровнялись и сделали 115. 89 сейчас, боже мой, ну что это такое? Я реально уже плакать хочу от того, что я вижу каждый раз. Я просто в жестком минусе. Ну не-не-не, это правда бред какой-то. Но я куплю еще акций. Раз уж у нас прямо сейчас такая антицена, я беру и приобретаю. Акции на счету 211.8. Пожалуйста, дайте мне хотя бы небольшой плюс. Я умоляю вас. Надеюсь, когда-нибудь я стану миллионером. Привет, Чет. Что? Миллионер? Ладно. Короче, прикинь, Ло, у лисы началась линька. Ее шерсть просто везде, даже во рту. Я и так каждый день ее вычесываю. Это вообще никак не помогает. Ай, что же делать-то? А как у тебя с работой? Ты просто 2-3 серии подряд жаловался на работу, а теперь на лису, которая, кстати, где? А, вон она. Ну, а Билки вроде бы шерстью, все нормально. Дилан не жалуется. Привет, Дилан, кстати. Да, здорово. Слушай, предлагаю залезть в подвал сегодня на большом перерыве. Между 14:30 и 15:00. Во время пар нас просто легко спалят в пустых коридорах. Ну, если мы, конечно, доверимся Солусу и пойдем днем. Так что, что думаешь? Так, что я думаю? Какое у меня мнение? План хороший, днем там должно быть меньше работников, то есть доверимся Солусу. Ну, не знаю, Дилан, давай попробуем ночью еще раз. В прошлый раз же получилось. Я думаю, то, что Солусу можно доверять, по крайней мере, пока что он не вызывает у меня каких-то подозрений, что, типа, пытается нас обмануть и все такое. Так что да, план хороший. Ну ладно, попробуем по-твоему. Тебя Билка лезла. Чё ты не поигрался? Ну ничего, Билочка, вот тебе моя рука. Отлично. Так, а вот с Карлом, конечно, потяжелее, потому что Карла в предыдущей серии, напомню, прессовали. Не просто прессовали, а подсунули ему вместо веганской еды мясную. Для него это просто траур. Ну, назовем это трауром. Карл, здорово. Да, сейчас. Привет, Ло. Знаешь, я думаю, я больше не буду обедать в университете. Схожу сегодня на фудкорт. Я слыхал, там есть очень вкусные веганские хот-доги, да? Я, конечно, побаиваюсь немного туда ходить и все такое, но я уверен, я справлюсь. Все лучше, чем перепроверять свой обед. Да. Ну что ж, я думаю, то, что справится. Ему надо это просто пережить. Так, значит, Чет, еще раз не поговорим. С Диланом. Тем более. Короче, я думаю, то, что примерно через час нужно вернуться, потому что в 8 часов начинается учеба. А если точнее, то сборы. Интересно, как много у меня поинтов? 0! Вау, вот это богатство. Да уж. Но, кстати, у меня есть прикольное задание, которое я нашел до этой серии. Енотий хвост. Зима близко. Мне нужно что-то теплое и модное. Я хочу шапку из енота, и главное, чтобы она была вышита мехом медведя. Тогда я точно буду выделяться среди толпы. Награда 2640 СТ, а это круто. Задача принести одну шапку из енота. Так, шапка из енота это что-то на уровне енота и шапки. Кожаный шлем, хвост енота, медвежий мех, что? Блин, а я ведь такое выбивал. То есть у меня где-то это должно быть. Увы и ах, ребята, нету никакого медвежьего меха, видимо, я не выбивал, либо просто выкинул, следовательно, придется найти медведя. О, черт. В любом случае, задание принимаем.
Угу, спасибо. Найти медведя в наше время не так уж и просто, но еще сложнее убить его. Так, поэтому давай как-нибудь вот так вот, аккуратненько из лука. О, опыт улучшения. Я уже и забыл то, что дается. Так, а на мече-то у меня, кстати, добыча, поэтому лучше добычей добывать. Здравствуйте еще раз. Сюда, медвежий мех 5. Далее нужно найти енота, с чем я в целом справился. И там я видел где-то даже второго. Вон он. Здравствуйте, я дико прошу прощения, мне сейчас нужен ваш хвостик. Спасибо, видимо. Да, все, до свидания, вы мне уже не нужны. Кожаный шлем создаем, объединяем и та-дам! Шапка из енота. Ух ты, даже зачарованная. Но зачарованные вещи тоже сдаются, поэтому это не проблема. Наша единственная проблема — это открытие в 9:00. Сколько сейчас? 7:34. Ой, кстати, нам бы, наверное, уже возвращаться. Так, а в итоге здесь-то не особо что поменялось. О, кстати, у меня сырой лосось есть. А Билочка, здорово. Все, тебя обязательно покормить, а то я каждый раз забываю. Так, задание, получается, я взял и... Все, мне нужно только отнести эту шапку из енота, но опять же, сделать я смогу это только в 9:00. Только... Ло, тихо, тихо. Давай встретимся на первом этаже, у входа. Надеюсь, ты готовился. В этот раз придется притворяться убедительнее. А лучше вообще не попадаться. Ты только это... Давай. Не беспокойся. Если что, я подыграю. Так, где же наш любимый толстячок-автоматон-то, а? 5, 4, 3... Эй, ребята, ой, вы уже ждете. Вы собрались? Тогда идем. Обалдеть, реально прямо по сценарию, Только 8 часов-то не было. Видимо, я могу приходить сюда не только в 8:00, но и в 7:40. Хотя иногда Карл приходит ровно в 00. Короче, я не понимаю, на самом деле, вот это вот все, как оно работает. Эх, ребята. Че, все, пойдем. Карл, если что, все еще не в настроении. Но оно и не удивительно. Он скоро придет в себя. Давай лучше догоним его. Что? Подожди, то есть Карл прибежал, посмеялся, позвал нас и дальше пошел грустить? Да уж, вот что означает неломаемый скрипт. В его программе заложено во что бы то ни стало прийти почти под 8 и позвать на учебу, да? Ты, кстати, хочешь поговорить? Нет? Ты? Тоже нет. Так, только погодите, ребят, пожалуйста, сколько времени? 8:01. Черт, это не то время, которое мне нужно. Ладно, может быть, я вечером сдам это задание, а пока что здрасте, оплатить университет. Да-да, отправляемся. Спасибо. Так, Джена, привет. Поговорим? Да-да-да, приветики. Классика. Так, здесь у нас вроде бы ничего. Ричарда, может быть, встретим. Знаете, он уже любитель пранки снимать где-то на улице. Приветствую. Ой, слышала, Джена опять что-то устраивает в волонтерском центре. Как ей всегда на все время не хватает, а? О, походу где-то работает второй клон Джены. Но, понятное дело, мы никому об этом не скажем. Здрасте. Ой, после вчерашнего дождя тут везде грязюка такая. Лучше бы уж пошел снег. Хоть прикроет весь этот ужас. Где грязюка? Осенние листья, буквально. О, ничего, парень, крутая куртка. Ты где купил, а? Что, мне ответить надо? Ну, ларек, вообще ларек. А, ну окей. Что, реально? А походу я мог что угодно написать. Так, о, вижу еще студентку. На всякий случай, может быть, какая-то важная инфа проскользнет. А, с тобой вообще нельзя поговорить, вау. Ай, прикинь, я недавно купил акции на все деньги, а потом акции перестали подниматься. Я все потерял. Чувак. Как я тебя понимаю, дружище, давай вместе стоять вот так. У меня та же самая проблема. Так, погоди, а что с ними? О, пошел! А, не, погоди, 89 опять. О, опять вырос. Нет, уже упало 88. Я опять в минусе. Нет. Боже, чувак, я тебя шикарно понимаю. Ладно, может быть, когда-нибудь эти акции вырастут до 150 и все будет шикарно. Эй, ложка, стой. Я слышал, ты вчера повздорил с Ричи из-за его пранков, да? Неплох. Мы все пытались говорить с ним об этом, но он не слушал. Может быть, теперь он начнет себя нормально вести. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я человек. Может быть, он меня послушает. Если что, то садись со мной, Ло. Что? Но... Ты уверен? А где твой сосед? Ну ладно, я, наверное, даже с Ричардом говорить не буду. Просто возьму и сяду.
Убежал. Пошел свои пранки снимать, видимо. А вообще, если серьезно, то погляди, какое фермерство я уже прокачал. 20 уровень. Увеличивает скорость роста культур на 1% за каждый левел. То есть у меня уже плюс 20%. Так, а вообще сколько у нас времени? 14:42. Ой-ой-ой-ой. Это то самое время, когда мы с Диланом должны встретиться. А вон и он сидит. Так, ладно. Чердак недалеко. Уборщики есть. Но мы вроде как не спалимся. Привет. Ну как? Ты это, готов? Да вроде да. Ну а чё там быть готовым? Конечно. Угу. Тогда давай, наденем халаты и идем. Да, я знал, что ты об этом, скорее всего, даже не подумаешь, поэтому взял 2. На. Но у меня есть, я взял. Ладно, спасибо. Давай сюда. Теперь давай, мы, пойдем. Получается, снимаем, сюда перетаскиваем. Так, ну ладно, я-то надеть надел, а что насчет тебя, Дилан? Сейчас, ты будешь... тихо ты. Ты это здесь решил сделать? Ты еще очки-то сними. Надеюсь, это сработает и меня не узнают. Ой, да, кстати, очки, точно. Снимаем, все. Надеюсь, тебя тоже не узнают. Нет смысла откладывать все дальше. Погнали. О, боже. У меня опять, знаете, такие микромурашечки идут от страха. Но ничего, я вроде как подготовил. Да тихо ты. Внутри ведем себя естественно. Ладно. Вот только жаль, что у нас нет ключа. Ладно, давай. Ты иди открывай дверь, а я скажу, если кто-то пойдет в нашу сторону. Ну ладно, но вообще она и так открыта. Там же замок повесили опять, ты погляди-ка, а. Ну, хорошо, а отмычки-то у меня есть? 8 штук, ну, это будет тяжело, хотя я справлюсь. Хоп, не справился. Хоп, не справился. Это что-то на уровне нереально, на самом деле. Вот типа просто взять и попасть. Я, конечно, вроде как могу, но у меня уже вот отмычка ушла. 2-я, 3-я, черт возьми. Да ё-моё, 4-я. Надо будет скрафтить еще отмычки, потому что рано или поздно мне их может понадобиться много. Я справился? Да, я слышу. Ну, давай тогда, получается, это. Погнали. Так, получается, смотри. Нам нужно в ту дверь, куда в прошлый раз увели Престона. Ты же понимаешь это? Дай сюда свои очки. Сейчас, вот. На. Чё? Да ладно тебе. Теперь нас точно не узнают. Пойдем. Я первый раз вижу свои очки на ком-то другом. Боже, это выглядит очень странно. Так. Эй, стой. Вот дерьмо-то. Ричард. Так, ладно. Давай не обращай внимания, потому что давать заднюю поздно. Просто пойдем, да и... Лошадь сбегает! Что? Я... Прошу прощения, коллеги. Просто Ричард, он... Да ладно вам, ничего. Мы все равно уже уходим. Забыл настоящий телефон вчера, поэтому... Хорошо выглядите, миссис Труман. Хорошо вам провести время. Быстро на выход отсюда. Что-то они, походу, заподозрили, когда ты сказал про настоящий телефон. Ой, зря ты это сказал. Блин, я был готов взорваться прямо там. Это потрясающее чувство. Ладно, вот забирай. Чувак, у нас серьезные проблемы. Давай, переодевайся и пойдем, мне надо присесть. Так, ладно, сейчас. Вот это снимаем, переодеваемся. Так, получается, Ричард говна кусок, он нас взял и спалил, да? Ну типа. Как же, блин, хорошо, что я догадался, что эти уборщики родители Ричарда. Как ты-то мог об этом не знать, Ло? Что? А откуда мне знать? В чем предъява, я не понимаю. Ну не знал, и что теперь? Так а откуда мне было знать, Дилан? Типа, Ричард, а твои родители случайно не уборщики? Тогда откуда у них такая тряпка? Хорошо. Конечно знал, Дилан, ты чё? Ну просто подумал, это неважно. Ричард, а твои родители случайно не уборщики? Тогда откуда у них такая тряпка? Никогда бы не подумал, что ты умеешь шутить. Ладно, Ло, а теперь серьезно. То, что Ричард ребенок уборщиков, довольно логично. Хотя могло и не проканать. Я тогда там внизу на удачу фамилию по памяти сказал. А что если бы не угадал?
Блин, все-таки хорошо, что я столько времени потратил на изучение чужих телефонов и переписок. А, точно, блин. Вот почему ты не знаешь. В общем, ясно, что ничего не ясно, да? Не могу точно утверждать, спалит ли нас Ричи родителям или нет, но... Если да, то нам крышка, понимаешь? Но он не сделал этого там внизу, где было проще всего, так что... Есть небольшой шанс, что ему просто интересно, что будет дальше. Он явно сам не до конца в курсе о происходящем. Зная его, он наверняка захочет сделать из этой истории какой-то пранк. Будь с ним осторожен, Ло, и не давай ему повода пожаловаться. Вообще, сейчас нам нужно Черт, блин. Привет, Джена. Да, привет. Джена, а ты... Мальчики, сегодня в 7 состоится вечер скорби по Брэндону. Я понимаю, что многим тяжело пережить эту утрату в привычном темпе жизни. И что многие хотели бы выговориться и услышать слова поддержки. Просто все же отчасти и моя вина в том, что Брэндон, он... Эй, Джена, я просто должна была заказать такси. Эй, Джена, повторяюсь, все хорошо. Это не твоя вина. Да нет же, нет, просто... Да-да, ты ведь делала все лишь для того, чтобы помочь... людям. Ну... Вечер скорби пройдет в холле университета. Если что, я перед этим должна закончить дела в волонтерском центре. Извините. Боже. Слушай, Ло, знаешь, мое знание того, что Брэндон, В общем, это не отменяет того, что мои чувства настоящие. И еще кое-чего, что меня невероятно злит. Ой. Этот вечер скорби — это какой-то фарс. Для того, чтобы проверить, что ты тоже скорбишь. И что в своей скорби оставил попытки что-либо выяснить. Ну, видимо. Дженни выкрутили чувство вины, притом очень неаккуратно. Ты видел ее реакцию? Плевать. В любом случае, мы на это мероприятие пойдем, потому что нам нужно не высовываться. Похоже, система не может предсказать твоих действий. Отчего такие отчаянные шаги? Кто же ты такой, что даже настолько совершенная система не может с тобой справиться, а? На протяжении 20 лет все же было, спокойно. Но ладно, если честно, лучше, чем сейчас, я никогда себя не чувствовал. Угу. Спасибо, мироходец. Так, кстати, я, наверное, пойду перекушу в ТЦ. Ты со мной не ходи, это будет подозрительно. Пока. Подожди, а Дженни выкрутили чувство вины, притом очень неаккуратно. Ну ладно, вначале я это тоже немножко заметил, потому что она сразу пришла вся в слезах. Ну не знаю, слишком топорно это выглядело. Возможно, как раз таки вот из-за того, что это чувство вины выкручено на максимум. Что ж, окей. Значит, в ТЦ с тобой не ходить. Учеба наверняка уже закончилась. А вот самое неприятное из этой истории — это Ричард. То, что он был в подвале, это, конечно... Не вовремя, черт возьми! А вообще, давай-ка сейчас вернемся, потому что, опять же, какой-то вечер скорби, да? А где он находится? Хотя, с другой стороны, сейчас не вечер, поэтому наверняка я могу делать что угодно. Да, сюда мне наверняка сейчас не нужно. Так, тогда воспользуемся моментом. Прямо сейчас быстро оплатить проезд, кампус Lucky Charms. Я сейчас сяду за руль. Ты всегда за рулем, спасибо. Далее, идем к ларьку. Теперь кладем туда шапку енота. И все, мы заработаем деньжище. Признаться честно, я бы взял еще какое-то задание. Например, маленький друг. В детстве я хотел завести кролика, но потом попробовал их на вкус. Господи. Пришлите тушеного кролика. На удачу приложите лапку. Награда 924 СТ. Принесите 2 тушеного кролика, принесите 1 кроличью лапку. 3 дня. Ну давай. Да, спасибо. Вообще, я помню то, что кролики были за мужским общежитием. Я очень надеюсь, что они никуда отсюда не исчезли. О, кролик! Привет! Так, погоди. Добыча. Чего? Это и не лапка, и не мясо. Какая к черту шкурка? Зачем она мне нужна? Ну, еще кролик, здрасте. Так, хорошо. Так, сырая крольчатина. Замечательно, кроличья лапка. Шанс выпадения у нее всего сколько? 10%. Обалдеть. Забирайте. И нам нужен тушеный кролик. Вот это уже потяжелее, конечно, потому что здесь также понадобится морковка, картошка, миска и
Что, поганка? А, любые грибы, я понял. Так, ладно, в любом случае, морковка, картошка и пшеница это не проблема, потому что у нас есть полноценная ферма. Это что такое? Карл? Это что такое? Бога ради, объясните кто-нибудь. Не шуми. Друзья, мы с вами отлично потрудились. Да, это мы! В этом году у нас урожая столько, что хватит на всю зиму для бесплатного хлеба в столовой универа. О, да. Вот это реально клево. Молодцы, еще раз молодцы. Спасибо вам большое. Завтра утром урожай заберут на обработку. Всем спасибо за помощь в уборке. Эй, ложка. Блин, прости, я совсем забыл позвать тебя на уборку полей. Но это ничего, ведь я наконец-то чувствую себя намного... Ой, сейчас... Дженна написала насчет сегодняшнего вечера. Все нормально, ложка. Все хорошо. Я, пожалуй, пойду. А ты туда пойдешь? Ох, емать, Карл. Я первый раз вижу, как ты ингалятором пользуешься. Ну да, я-то пойду, мне надо. Хорошо. Знаешь, я тут немножко посижу. Ты не переживай, мне немножко отдышаться. Обалдеть, у меня сейчас реально сердце ёкнуло. Я первый раз вижу. Понимаете, я в жизни, вот в реальной жизни, я ни разу не видел, как пользуются ингаляторами. Но то, как я увидел это даже через Майнкрафт, я прям испугался, честно говоря. Фу, блин. Вот только, ребята, у меня в любом случае отвратительные новости. Я не могу выполнить задание! Морковка! Картошка! Ты где? Не, я, конечно, могу отсюда картошку взять. И, наверное, мне придется взять. Так, никто не накажет? Страшно, это... О, морковка, супер. Мне всего лишь по ящику, только, пожалуйста, не наказывайте, я умоляю вас. Далее для тушеного кролика понадобится любой гриб и миска. No проблему. Та-дам! 2 тушеных кролика к вашим услугам. А еще, кстати, я забыл то, что у меня все-таки были запасы морковки, картошки, пшеницы. Так что никаких проблем на ближайшее время. Но, ё-моё, как это круто все обыгрывается. Зима близко. Осень. Сам сезон, вот этот вот осенний сезон обыгрывается тем, то, что у нас даже урожай собирается. Черт возьми, надеюсь, то, что тростник растет зимой и все будет нормально. Хотя здесь наверняка все заледенеет. А, как же это не круто. И одновременно капец как круто. Так, короче, тушеного кролика забирайте. Сезон охоты скоро закрывается, а я так и не оформил лицензию. Ну ничего, в игре поохочусь. А, погоди, это ты тот самый, который на медведя хотел охотиться? Лицензию так и не оформил, а у меня ее и нет. Здрасте. Люблю есть хлеб. Но вот убирать его с полей мне не очень понравилось. Надо было просто не приходить. Так, кстати, давненько я около женской общаги не прогуливался. Тут уже снег валяется. Вот тена. Здравствуйте. О, Карл, он такой... Слушай, ты же вроде как его сосед, да? Не дашь его тег случайно, а? Что? Вот такого, конечно, эмбиента я не ожидал. Слушайте, а может быть из этого какой-то мини-сюжет выльется? Не, ну это правда интересно. Могу ли я дать? Сейчас проверим. Вот. Про 100 ботан. Собака про 100 ботан. Окей, сейчас. Про 100 ботан. О, спасибо. Вот, держи. Ты не представляешь, как для меня это важно. Пожалуйста. О, деньги. Так, деньги взять. 50 СТ сюда! Раздам тег Карла всем желающим за 50 СТ. Но вообще, опять же, прикольно, если из этого выльется какой-то микросюжетик. Так, а вообще, на всякий случай, давай еще проверим акции. Сколько... О май гад! Они вырастали до 96 и упали до 86, 86! Это просто трешак! Я в жесточайшем минусе. Но ничего, еще вырастет, я уверен. Еще подрастет. Мы будем в плюсе, рано или поздно, как говорится. Чего орешь-то? Давай переоденься и выходим. Ой, простите, я... Ладно, еще раз переодеваемся и... Ну, я готов. Ребят, пойдем. Ой, блин, ну как-то вот... Ты главное запомни, Ло. Ты сейчас должен всем своим видом показать, как тебе грустно и тяжело. Всем своим видом. Это очень важно. Давай, у тебя обязательно получится. Это несложно.
Ты, главное, не перебарщивай. Пойдем. Черт. О, Ричард. А чё он там забыл? Ему-то что там надо? Так, что ж. Спасибо, что все пришли сегодня. Всем нам нужна поддержка и возможность высказать боль в связи со скоропостижной кончиной Брэндона. Я никогда не смогу простить себя за то, что тогда попросила его помочь с машиной. Это я. Я должна была быть там. Простите. Простите, я не могу. Простите. Спасибо, Дженна. Знаете, Брэндон, он был настоящим мужиком. Он всегда страховал меня в зале, подстраховал с девушками, жил без страха и умер без страха. Покойся с миром, Брэнди. Да, у меня все. Спасибо. И так каждый, ого. Нет, прости, я не готов, я не смогу. Эй, Карл, да все нормально, все хорошо. Да, Карл, все в порядке. Может быть, кто-то еще хочет высказаться? Да, давай я. Так. Фу. Я не очень долго знал Брэндона. Мы просто не были близки. И... Когда я вижу, сколько людей собралось здесь, я понимаю, что Брэндон был хорошим человеком и сильной личностью. Я горжусь тем, что знал его. Фух. Я избегала и боялась его, потому что он был такой прямолинейный. Теперь-то я понимаю, что он был просто наивным. Но уже поздно и... Ребят, не будем осуждать ее. Все в порядке. Ей нужно побыть одной. Может быть, кто-то еще? Так. Жаклин. Брэндон, он часто приходил ко мне поболтать в баре. И знаете, если опустить все его ухаживания и бесконечные подкаты, мне нравились наши разговоры. Могу сказать одно. Брэндон был очень добрым и искренним. Я рада, что он был моим другом. Да. Что ж. Видимо, мне точно нужно... Эй, Ло, а ты? Скажешь что-нибудь? Да. Сейчас скажу что-нибудь. Пожалуйста, давайте без выбора. Без выбора. Просто скажу. Нет, почему выбор? Черт. Ладно, сейчас подумаем. Я не знаю, что сказать. Брэндон был крутым парнем, уверенным в каждом своем шаге. Его воля была такой же крепкой, как его мышцы. Брэндон был хорошим другом. Он всегда был рад помочь. Как-то мы с ним ездили в поход, и он за всех разобрал вещи. Да. О, Брэндон, такой заботливый. Заплакать. Ого, господи! Это такое жесткое лицемерие. Черт! Как же оно мне сейчас необходимо, чтобы выжить в этом мире. Он помог Чеду привести его кошку, даже несмотря на то, что было уже поздно и ехать надо было 3 часа. Он все лето работал, чтобы свозить сестер на море. Он качался в зале до потери сознания, чтобы быть лучшей версией себя каждый день. Он настоящий человечище. Блин, слушайте, слово человечище здесь играет такую большую роль, давай. Брэндон, ну можно и так сказать. Пипец, и дальше выбор. Да, у Брэндона была слабость, девушки. Но кто не без греха? Может, нам всем не хватает его уверенности, поэтому многие косо смотрели на это. Может, я и не так выразился, но я не мастер выбирать слова. Брэндон успел стать для меня хорошим другом, пускай я и на 2 курса младше него. Он действительно ценил жизнь и всегда всем старался помочь. Даже если это было связано с болезненным прошлым. Расплакаться. Нет, я думаю, еще нужно еще добить вот этим сообщением. И, возможно, потом можно будет расплакаться, вот. Угу, это правда. Он тоже хотел всем помочь. Да, в этом был весь Брэндон. Так, о, нет варианта расплакаться. Чё? Почему? Да, пипец какой-то, как же много текста. Да, мне больно и обидно, я скорблю, но Брэндон бы хотел, чтобы мы двигались дальше. Так давайте же не огорчать Брэндона. Устроим в его честь вечеринку! Хочу еще добавить, я бы очень хотел, чтобы Брэндона не было в той машине в тот день. Чтобы все было как раньше.
Но я еще и хотел бы, чтобы никто не чувствовал себя виноватым в этом. Это произошло не из-за того, что Дженна попросила Брэндона помочь. Или не из-за того, что я уговорил его починить машину. Это просто случилось, понимаете? Ну вот это хорошо, кстати. Типа, знаете, помочь Дженне успокоиться. Нет, нет, Ло. Это я должна была быть там. Я... Эй, Дженна, да не надо тебе, это... А знаете, это звучит так правильно. Да. О, бляха-муха. Знаете, у меня складывается ощущение, что от физиономии Ричарда мой выбор складывается в лучшую или в худшую сторону. И вот то, что сейчас Ричард делает фейспалм, это не очень хорошая подсказка для меня. Черт, неужели я реально выбирал говно? Ну, по мне так это прям хороший выбор. Че, я расплакаться должен был просто на ровном месте? Если так, то окей, расплакаться. Вот. Боже. Господи. Да. Вау. Да уж, молодец. Неплохо сказал. Конечно, ну, типа, моментами можно было бы и получше, но, мне кажется, подозрений не должно вызвать. Да. Давай спать. Тяжелый выдался денек, а? Вот так вот, То есть даже Дилан говорит то, что местами можно было бы и получше. А что получше? Ну что получше? Я даже не знаю. Но мне кажется, я прям хорошо сказал. Если бы я расплакался в самом начале, это было бы явно хуже. Короче, ребят, ну, если будете писать какой-то комментарий, то в конце добавьте по 10-бальной шкале, как вы оцениваете вот этот вот текст мой. Диалог. Монолог. Тем временем задание у меня все-таки выполнено. Я принес кролика, кроличью лапку, далее шапку из енота. И за это я заработал, ну, примерно 4000 СТ. 3600, где-то так. Также напомню, что следующее списание у меня 3500 СТ. Это 6 дней. Чердак. Далее мы обязательно переодеваемся. Постоянно в черном ходить мы точно не будем. И, кстати, поговорить с кем-либо мы не можем, потому что, внимание, 23:53. Вот столько заняла у нас вся эта фарс-церемония. Нам срочно нужно выяснить, какую роль выполняет Ричард во всем этом спектакле, если это так можно выразиться. Обязательно с ним поговорим, обязательно все выясним, а на этом постепенно заканчиваем. Очень надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки и не забывайте про дополнительный контент, который можно посмотреть прямо сейчас по ссылке в описании. Бусти! Очень надеюсь, что вы поддержите нас хотя бы кликом по лайку. Огромное, опять же, спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... Церемония, скорбь. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.